Всем привет, меня зовут Светлана, и в этом видео я покажу, как сделать вот таких маленьких гномиков, которых можно повесить как елочную игрушку или же просто кому-то подарить. Для работы можно использовать любую ткань, у меня это флис, и для шапочки я взяла отрезок трикотажа. Предварительно сделала шаблоны, вырезая по нему нужное количество заготовок. Ссылочку на шаблон я, как всегда, оставлю в описании под этим видео. Для тела гномика нам понадобится две заготовки, сшивая их между собой, при этом оставляя небольшое отверстие для того, чтобы можно было вывернуть. После того, как две половинки сшиты, наполняю тело гномика холофайбером и зашиваю отверстие, которое оставляла ранее. Будущую шапочку складываю вдвое лицевой стороной вовнутрь и сшиваю, после чего выворачиваю. Снизу ткань на шапочке я подвернула, сделала по несколько закрепок при помощи ниток. Можно закрепить и при помощи термоклея. Сверху на шапочку сделаем помпон. Для этого я взяла небольшой кусочек меха, вырезала из него круг диаметром примерно около 2 см, немного отступая от края и собирая на нитку, после чего стягиваю и пришиваю сверху на шапочку. Для бороды я взяла небольшой отрезок длинноворсового меха, примерно 2 на 2 см. Вместо него можно использовать пушистую пряжу для вязания. Носики гномикам буду делать из детского воздушного пластилина. У меня не было нужного оттенка, поэтому сделала его самостоятельно из нескольких цветов. У моих гномиков носики овальной формы, но можно сделать такие, как вам больше нравится. В конце нужно оставить, чтобы пластилин хорошо просох. Я решила сделать сразу с запасом и в разных размерах.
Теперь все готово и можно собирать гномика. Сначала приклеиваю бороду, после чего сверху закрепляю носик. Приклеивать буду на термоклей. Одеваю шапочку, сзади хорошенько натягиваю, клей наношу только по краям. Немного подрезаю бороду, мне она показалась слишком длинной, и чтобы она не пушилась, сверху можно зафиксировать лаком для волос. На шапочке можно собрать складки или же подогнуть сверху, я оставила в первоначальном виде. В качестве подвеса использую леску, вешаю на нее все елочные игрушки, ну а на гномике просто продела через шапочку при помощи обычной швейной иголки и завязала. Не стала вам показывать, все равно ничего не видно. На этом гномик готов, а я с вами прощаюсь, увидимся уже в следующих видео.